Это все наши везут. Все наше добро. Парам сегодня с Ракешбаем ездили в город, заказали и вот, собственно, доставили нам. И как они помогают себе. Ноша тяжелая. Да. Тяжело. Особенно у нас в Матаране дороги неровные. Все, doставили. Можно расслабиться. This for only 1 lakh rupees. This all different. 4 матраса наверху 100 тысяч стоят. А там внизу маленькие. Привет всем, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». И сейчас, внимание, барабанная дробь. Тун-ду-ду-дун. Вот, пожалуйста. Стол из прошлой серии. У нас это было вчера. Вчера мы ездили в город Улас-Нагар, выбрали и купили стул и 3 стула. Вот, 3-й стул. Сегодня утром доставили. Этот стул пока еще сюда не вписывается. Видите, места нет. Ну, в принципе, весь набор не особо вписывается. Не слишком гармонирует. Вы постарайтесь абстрагироваться от этих стен. Все будет на самом деле по-другому. Я здесь сделаю перестановку. Вот, друзья, а пока просто вот можете рассмотреть. Если как-то отвлечься от стен, то действительно вы видите, что набор классный, качественный, тяжелый, деревянный. Все здесь и покрытие тоже отличное, и плита тоже. Все действительно на высшем уровне. Я довольна. Пока, видите, я не сняла пленку. Пока у меня будет мебель в индийском стиле. Ну, как в индийском стиле, это значит, что индийцы, когда покупают новую мебель, не спешат распаковывать. И оно как-то у них там само собой, естественным образом, уж и со временем эта клеенка отрывается. Вот. Но я, конечно же, распакую после того, когда мы закончим с ремонтом, когда стены закончим, когда здесь кухню, пока незачем пылиться. Я вообще не хотела заносить. Я вообще Параму сказала, что давай пока оставим на улице новый стол и стулья, ну где-нибудь там прикроем клеенкой. Но Парам категорически был против. Он говорит: нет, Наташа, может и дождь пойти, могут собаки, могут кошки подрать. Ну и, в общем, в итоге я разобрала наш старый стол. Ну, кстати, может быть, не все в курсе, после предыдущей серии мы не на полу ели, у нас был стол и стулья, но все это было пластиковое. Как и большинство индийцев, мы ели за пластиковым столом. Кстати, достаточно обеспеченные индийцы часто вот используют пластиковую мебель до сих пор, они не считают это зазорным. Вот, но я считаю, что это, как игрушечный, как вот на мой взгляд, что пластиковая мебель это как игрушечная, как вот мы там в детстве халабуды строили туда. Вот, а сейчас уже все солидно, все серьезно. И, в общем, я затащила. Причем я сама затащила. Эти доставщики тут под дверью поставили. Пока Парам купался, он ездил, все это организовывал, с 6 утра его не было, в общем, я видела, что он устал, и пока он купался, я его не отвлекала и сама все затащила, кроме плиты. Плиту мы вместе установили, вот так вот. Немножко легче стало, как гора с плеч, но это еще только начало, друзья. А сейчас сюрприз для Артура, он только что вернулся с занятий, я ему специально надела на глаза повязку. Он, кстати, спит в этом, засыпает. Так, сейчас я тебя... Подожди, я сейчас тебя поставлю так, чтобы тебе видно было хорошо. Свет включу. 3, 2, 1. Ого, как круто! Ну, сядь. Где ты будешь сидеть? Здесь? Нравится? Да. Здесь красивую фруктовницу поставим. Холодильник я вообще хочу оттуда убрать. Не снимай, Артур! У нас тут еще будет пылища. Давай быстро заклеивай обратно. Ты посмотри, что это такое? Я же не просто так не сняла. Я бы сняла, если бы. Думаешь, мне так нравится в клеенке мебель? У нас будет здесь еще ремонт, поэтому пока не снимаем. Так, я хотела рассказать. Значит, холодильник я переставлю сюда.
Здесь будет новая кровать Парама, диван. Но это не совсем диван и не совсем кровать. В общем, вы увидите. Лежанка, скажем так, Парама. Ну и, соответственно, здесь место как-то освободится и попросторнее будет стол смотреться. Мы его передвинем, и третий стул тоже впишется. Парам, вы только посмотрите, как он благородно выглядит за этим столом. Тебе идет, Парам. Бон аппетит, приятного аппетита. Действительно ему идет роскошь. Так солидно сразу смотрится. Парам, how you feel? Как ты себя чувствуешь за этим столом? Very good. Ну вот, привыкай. When this all coming Угу. Говорит, когда здесь все будет comfortable. закончено, в смысле ремонта, тогда будет вообще шикарно. Смотрите, с чем я его сегодня кормлю. Это бинди сабджи, леди фингерс, окра, ну, по-нашему называется. Это лепешки. Лепешки не я готовила, это покупные, сразу скажу, йогурт. И сейчас еще будет рис с далом, с чечевичной похлебкой. Потому что сегодня Парам у нас ест вегетарианскую пищу. По понедельникам он держит пост. Да, use spoon. Не как-то не камильфо без ложки за таким столом. Ты же не на... Окей, тогда sit on floor. То есть садись тогда на пол. Парам, но не надо, вы посмотрите. Ой, что за выходки такие, а? Я пошутила, он... Ладно, ешь как хочешь, eat how you want. Парам немного психанул за столом, но я думаю, что его можно понять, так что не судите строго. Такое бывает, когда нервное напряжение. Я думаю, что те, кто пережил ремонт, меня и Парама поймут. Ну и я, наверное, тоже была не права, что на камеру стала его, хоть вроде бы как и в шутку, но стала его учить, как правильно есть, ложкой или руками. В общем, ладно. Значит, смотрите, друзья, что у нас сейчас здесь происходит. Перед вами мой шкаф, наши кровати. И Парам меня сейчас зовет. Где Парам? Парам меня звал, а я говорю, подожди секунду, я сниму видео. Я должна сейчас выбрать покрытие. Какое будет покрытие на нашей мебели? What is this? Paint. Pen? Что это за покрытие такое? Вот, кстати, я снимала несколько дней раньше, а может быть даже неделю раньше, интересное видео про этого парня, про этого красивого, симпатичного молодого человека. Я взяла у него небольшое интервью. Мне стало интересно, чем же покрывают нашу мебель внутри, что это за черная краска. И не только нашу мебель, но и в номерах тоже. Вот посмотрите, это кровать, а ну, пора, give me side. Вот кровать. Здесь она покрыта специальным ламинатом, так скажем, который предотвращает от сырости, от плесени. Но внутри, естественно, никто этим покрывать не будет. И вот эта вот краска черная называется Black Japan. Black Japan. Вот, посмотрите, баночка. И она вот будет выполнять эту функцию. Артур уже влез в эту краску, да? Уже, посмотрите, и футболку запачкал. Это уже не отстирается. Ну, руки удалось отмыть. Угу, ужас, Артур. Вот почему ты все трогаешь? Это хорошо, его еще напугали, сказали, что это на всю жизнь не отмоется. Но все-таки отмыли ему руки. Ручки отмыли, а футболку придется на мусорку. Значит, я почитала в интернете, что меня больше всего волновало. Значит, эта краска не является токсичной. Значит, безопасно для наших легких. И что очень важно, что не будет плесени. Потому что вот это вот все в сезон дождей внутри покрывается плесенью. Белой такой вот жуткой пленкой. Впервые мы используем такой метод. Парам вообще сказал нашим мебельщикам, покрывайте везде, ламинируйте везде абсолютно. Они говорят, нет, ну что вот эти, вот предлагаем такой вариант. Ну хорошо, мы, конечно же, согласились. Как альтернатива. Все, спасибо. Воняет жутко. Артур, идем. Идем. Запах неприятный, но я думаю, что все выветрится, когда высохнет. Вонять не будет уже. Vignesh, what news?
Когда я у него спрашиваю, какие новости, он сразу отворот-поворот. Куда-то уходит, чем-то становится резко занят. Ответственная задача мне сейчас предстоит выбрать, каким цветом будет у меня мебель стоять в комнате. Напоминаю, шкаф и кровати. То, что вот сейчас вы видели внизу. I think all must be same color. Да, одинакового цвета должно быть. Ну, можно два. Что окей? Why you like this? Да, I say Ну, ну и какие? Тут три options, три варианта. Мне нужно отталкиваться от стола, стол, который компьютерный мы купили раньше в магазине Артуркин, и должно сочетаться с ним. Ну, он такой темненький, наверное, вот такой цвет. Но если они несколько цветов совместят, потому что, ну, как-то с другой стороны мне не хочется, чтобы была слишком темная мебель вся, поэтому пусть действительно они миксуют. Здесь, я говорю, есть какие-то примеры? Он говорит, нет. Говорит, вот это все новое, все другое. Вот примерно, наверное, такой цвет, как дверь. Парам очень занят, а я его попросила сегодня, на самом деле, чего я вообще решилась снимать полностью видео сегодня, хоть и очень сильно занята, потому что праздник у нас. Артур сегодня не был в школе, выходной во всей Индии, потому что сегодня день рождения Будды. И не просто день рождения, по легенде, в этот день Будда родился, потом спустя 35 лет он получил просветление и потом умер тоже в этот день. Ну, это отмечают как бы тройной праздник. И у нас в Матаране тоже отмечают, действительно, не только выходной, но вот у нас есть храм буддийский. И я хочу вместе с Парамом туда пойти. Парам, please, come. We go, Buddha temple. Vignesh, come with us. Buddha temple. Идем. Что? Как сразу, да, уютненько. Красиво. Тут тоже, видите, все покрасили. Работа кипит, бурлит. Работа непочатый край. Но Парам все время мне говорит, что вот-вот будет открытие. Он меня уже предупредил, Парам уже меня предупредил, говорит, постирай сейчас все, что надо, ну то, что там, допустим, ты планировала раньше постирать, потому что на следующей неделе уже у нас будет открытие, все номера будут заняты, и нужно будет экономить воду, говорит. Угу. Так, красиво. Окей, Парам, no time. Идем. Сейчас потемнеет. Ничего я не сниму. Уговорила. Все идут. Ну, Парам, please, smile, улыбнись. Наши зрители любят, когда ты улыбаешься. Всегда пишут в комментариях, у Парама очень красивая улыбка, но очень редко он ее показывает. Значит, друзья, мы сейчас спускаемся вниз. И здесь внизу, вообще вот уже начинается территория, где проживают далиты. Далиты, по-другому, это неприкасаемые. У нас в Матаране их достаточно много. И на этой территории также расположен храм Будды. Вы спросите, почему? Потому что многие представители этой общины, я буду теперь так говорить, в знак протеста поменяли религию. Они против индуизма, потому что против кастовой системы. Их постоянно угнетали на протяжении столетий и продолжают угнетать и дальше. Несмотря на то, что официально кастовая система в Индии запрещена, все равно угнетают и всячески издеваются над представителями этой общины. Так, ну что, это все буддисты? Да, yes, буддисты. They follow Buddha. Hi. Good evening. Today Buddha birthday. Сегодня день рождения Будды. So, how you celebrate? Как вы отмечали сегодня? She also explain how she celebrate. No. बताओ Okay, बोल हिंदी. हिंदी में बोलो। आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज बुद्ध जी का बर्थडे भी है, उनका आज परिनिर्वाण दिन भी है और उनको आज के दिन ही मतलब बुद्धिस्ट क्या बोलते हो ज्ञान भी मिला था। आज उनका
सॉरी हाँ 2569 जयंती है. Thank you. You have some Buddha in house? See, they Внутри make here, есть? see what they make friends. Это Будда, да? आओ अंदर आओ. अरे आओ. Hi. Bon appetit. I'm making video about Buddha birthday. Что-то поздно они едят. Мы уже давно пообедали. Не, no, we just, now we go Buddha temple. Thank you. Ага. Вот, время, time, near 5 o'clock. Поздно кушают. Все, ладно, окей, thank you. Извините, что побеспокоила. Ой, где мои тапочки? आपका मामा है? Some relative. सास. आओ. Окей, bye. Thank you. Джимми, ты дальше будешь нас сопровождать или пойдешь домой? Это, видимо, уже не ее территория, хохочет. Мне интересно, я немножечко специально задержалась, чтобы услышать, ну, как, да, вот мы, получается, внезапно зашли без предупреждения. И я слышу, что они сейчас обсуждают мой визит с улыбками на лицах и со смехом, вот. Так что нормально. Отреагировали адекватно. Кстати, я раньше, года 3-4 назад, уже снимала видео об этом мужчине, о главе семейства. Он убирает у нас в Матаране улицы. Вот, ну, как видите, живут они неплохо. Сын у них закончил английскую школу, тоже, что и Артур. Что, Парам встретил еще одного парня. He also Buddha, follow Buddha. Вот еще, hi. So today you celebrate? Сегодня отмечал праздник Будды. His real brother. They are. Да, два брата. Real brother. We are the production, home production, right? He speak English, he not speak English. Yes, any question from you, ma'am? Buddha, about Buddha, explain about Buddha. I am interested. You are follow Buddhism. When this? Your mama, papa это поменяли религию. When you exchange religion? How many years before? Real religion first was a Hindu, but Dr. Baba Saheb Ambedkar, he told us to take Buddhism as a religion. Okay, thank you. So it means your grandmama that time start. Где-то, наверное, его Exactly. бабушки, дедушки поменяли религию in 1957, в 1957 году. Ну, опять же, то, о чем я говорила, почему они поменяли. Окей, thank you, спасибо большое. His papa Да. also president before, like Prasa Sawant wife, no? Like Да, big и leader. вот, да, His papa also, big leader. отец этих парней 70. занимал высокий пост у нас в Матаране. 19. И какая симпатюлька. Come on, we show this. Окей, бай. Bye-bye. Thank you. По всей Индии в целом существует такая тенденция, такая вот проблема, что до сих пор представители этой общины подвергают буллингу. Ну, это так, знаете, я обобщила. На самом деле там и физическое насилие по отношению к женщинам, издевательства. В общем, их здесь принимают в Индии как за козлов отпущения. Вот как люди, да, есть такие вот, которые любят поиздеваться над кем-то, и они издеваются именно над ними и не получают наказания. Но вот у нас в Матаране я не замечаю такой проблемы. Я поговорила сегодня с Парамом, он тоже подтвердил, говорит, здесь, как написано в Конституции, здесь действительно люди придерживаются этому правилу, и здесь как все более или менее равны. Хоть и, видите, живут, тем не менее, обособленно. Но все-таки отношения между людьми здесь достаточно дружелюбные. Никто никого не унижает. Вот, я ж хотела вас завести в храм Будды. Все-таки он открыт. Хотя пуджа, религиозный обряд, может быть, не пуджа, я сейчас, наверное, неправильно сказала, как называется в буддизме этот религиозный обряд, я не знаю, вот, но похоже, наверное, это на пуджу. Мне кажется, что те, кто поменял религию, вот так вот совмещает как бы некоторые традиции. Здесь, наверное, буддисты такие вот слегка индуисты, а может и не слегка.
Ну вот, Будда, подношения, цветы. Видно, что сегодня с утра здесь играла музыка. Ну, не то, что видно, я слышала эту музыку с утра. Хочешь сказать, что ты хочешь добавить? Today Buddha Purnima. I wish you all the best. All. Ну, спасибо. Главное, спасибо за улыбку. Thank you for your smile. Потому что all waiting for your smile. И я в том числе. Who is this? Ronaldo. Рональдо. Ronaldo Messi. А что значит су? Это ты придумал, да, как, Нет, как-то? я придумал вообще другое. А смотрите, забиваю гол, и вот так вот. А какие еще бывают у других футболистов? Ну, Месси Фишки, вот фишки. такое вот, Бога благодарит. Еще есть, я забыла его имя, он обращается к болельщикам, что он рад. Один в позу лотоса и медитирует, другой вкривляется и танцует, когда... Ага, ну хорошо, покажи еще раз свою фишку. Ну, хорошо, ты забиваешь бол. Ну все, мои дорогие зрители, спасибо вам большое за внимание, спасибо, что остаетесь с нами. Всех люблю, целую, крепко обнимаю. До новых скорых встреч. Пока-пока. А сейчас, мои дорогие зрители, мы вместе с Артуром идем в парк Rugby Garden для того, чтобы снимать клип на песню. Песня про солнце. Ну, на минуточку сейчас гремит гром, и в любой момент может начаться ливень. Вот так вот, не вовремя мы вышли, но получается, что у нас вообще нет времени. Артур все время занят, то школа, то занятия, и не могли найти время, чтобы вырваться. И тут, как назло, вот дождь. Но еще не начался, Артур, я думаю, мы сможем, да? Да, и вот еще такой момент, он эту песню вообще он исполняет под минус, но так как YouTube может забраковать из-за авторских прав, поэтому сейчас он будет петь акапелла. И, возможно, петь он будет дома, а сейчас я просто сниму, как он тихо поет. Я не знаю, сможет ли он петь в парке при свидетелях на всю мощь. Вот, но если не сможет, тогда я наложу уже звук сверху. Вот, а под музыку, под минусовку, возможно, мы сделаем шотс, короткое видео. Там уже ладно, если YouTube забракует, не так обидно будет. Короткое видео это не длинное. Que bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena, dopo una tempesta, bella di festa, parigina festa, più bella cosa, una giornata e sole, mannato sole, più bella in me, oh sole mio, sta in fronte a te, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.